Мир вам, милость Всевышнего, друзья! Давайте приготовим печеные пирожки. Посмотрите, какие они красивые, какие они мягкие, пушистые и очень вкусные. Готовить их можно с различной начинкой, но сегодня я вам покажу, как делать капустную начинку. Получается очень вкусно. Обязательно приготовьте. Итак, давайте посмотрим, что нам для этого нужно. Во-первых, хорошее настроение. И, во-вторых, ингредиенты, которые вы быстро найдете и подготовите. Итак, в первую очередь мы займемся опарой. Для этого разогреем молоко, оно должно быть теплое. Все пропорции я вам напишу под видео, так что смотрите для удобства. Я делаю двойную порцию, вам напишу для одной порции. Добавляем щепотку соли к молоку, щепотку сахара, дрожжи, несколько ложек муки. И все это перемешиваем быстренько. И отставляем. При теплой температуре через 5-10 минут у нас дрожжи должны подойти. В это время к муке добавляем белки. Желтки нам понадобятся для того, чтобы мы сверху помазали пирожки, чтобы они были красивые. Вот такая шапочка у нас появилась уже через 5 минут, потому что тепло, когда на кухне, то дрожжи быстро подходят. Так, к муке мы добавляем соль, щепотку сахара еще, в общей сложности 1 чайная ложка. И выливаем наши дрожжи, дрожжевую массу, так сказать. И сразу можно вылить воду. Воду не долейте 50 грамм, потому что мука разная. В конце посмотрите, добавить вам воды или нет. И наливаем масло. Сначала можно помешать лопаткой, когда все ингредиенты смешаются. Потом уже замешиваем рукой. Месить долго тесто не нужно, просто месим до мягкого эластичного состояния, когда оно такое уже собранное будет. У меня ушло минут 8 на этом. В конце уже добавляем еще чуть-чуть масла, грамм 10-20. И домешиваем наше тесто, чтобы на стеночках не осталось ничего. Вот в таком состоянии накрываем пленкой и отставляем на час в теплое место. Теперь займемся начинкой. У меня это капуста, морковь для этого нужна и лук. В первую очередь нам нужно нарезать лук. Режем лук мелко. В это время можно поставить уже сковородку на средний огонь, налить масло и обжарить лук до золотистого цвета. Пока лук обжаривается, натираем морковь и также потом добавляем к нашему луку. Вместе обжариваем еще минут 5, перемешаем. И пока будет обжариваться, мы шинкуем капусту. Нашинкованную капусту добавляем к нашему луку с морковью. Все это потом нужно перемешать тоже. Огонь нужно чуть-чуть уменьшить, потому что будем тушить нашу капусту. Не забываем посолить и поперчить. Налейте грамм 100 воды, чтобы потушилась наша капуста. Накройте крышкой и оставьте на минут 20. Вода теперь почти выпарилась. Капуста мягкая, значит готова. Начинка наша готова. Смотрите тем временем, как поднялось наше тесто. Оно такое пушистое, мягкое. Приятно с ним работать. Нужно его обмять, это тесто. И будем формировать кружки.
Рабочую поверхность советую смазать маслом, не забивать тесто мукой. И можно ножом распределить такие, порезать тесто на шарики одинаковые. Можно это сделать руками. Это наши будущие пирожки. Кто любит такие большие пирожки, чтобы один взял и наелся, можете делать побольше. Кто любит маленькие, можно делать поменьше. Это на ваше усмотрение. Теперь накрываем пленкой, чтобы они не заветрились. И по одному, также на смазанной маслом поверхности, формируем наш пирожок. Раздавливаем пальчиками круг, ложим начинку и далее формируем пирожок. Главное хорошо защипнуть края, чтобы ничего не растекалось. Швом вниз складывайте. Складывайте на хорошую пергаментную бумагу или силиконовый коврик, или многоразовые пекарские такие коврики. Телефон почему-то не захотел снимать, как я смазывала пирожки. Но здесь ничего сложного нету. 2 желтка, которые у нас оставались, смешать с 50 грамм молока. Теперь осталось их поставить в духовку на 25 минут при температуре 180 градусов. И вот итог. Посмотрите, какие красивые и вкусные пирожки у нас получились. Если вам понравилось видео, подписывайтесь, ставьте лайк. Всего хорошего!